Там будет поддержка 4К, вот, и низшее разрешение, и плюс будет ко всему этому. Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте сегодня обсудим такую новость, довольно-таки классную и довольно-таки интересную, как выход Mass Effect, легендарное издание. Вы знаете, я ждал этого выхода, то есть этого ремастеринга долгие годы. Вот для меня Mass Effect это вообще культовая игра. Я считаю, что она одна из самых лучших игр современности. Это вообще классная, интересная и прикольная игра. Так давайте же сегодня немножечко поговорим на эту тему, обсудим плюсы и минусы всего этого безобразия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы с вами начнем обсуждать данную новость. Значит, Mass Effect, легендарное издание, выйдет у нас на разных платформах. Она выйдет на PC-платформу, вот, потом на PlayStation 4, PlayStation 5, на Xbox и еще на какие-то более такие малоизвестные платформы. Вот, дата выхода этого издания 14 мая 2021 год. Ну, в общем-то, не так уж осталось много ждать. Вот, и, ну, мы ждали намного дольше, ну и подождем, наверное, еще 2-3 месяца, и это, скажем так, классная игра, этот классный ремастеринг выйдет, и мы, ну, с удовольствием поиграем в эту прекрасную игру. Издатель у нас будет Electronic Arts, а разработчик у нас BioWare. BioWare это та самая компания, которая сделала такие шедевры, как тот же Neverwinter Night, Baldur's Gate и многие-многие другие игры. Это, вы знаете, это мастодонты RPG индустрии. Они всегда делали классные игры, и я надеюсь, сейчас они нас не подведут и сделают отличный ремастеринг этой потрясающей игры. Если вы не играли в эту игру, поиграйте в нее обязательно, но не сейчас. Вот когда выйдет ремастеринг, поиграйте в ремастеринг уже. То есть там будет так, там, значит, будут 3 части в этом ремастеринге и все DLS, все абсолютно DLS. В Steam уже предзаказ данной игры есть. Вот, данной игры есть, и у нас, значит, предзаказ будет стоить 3499 рублей. Но это получается у нас 3 игры в одной упаковочке, в одной коробочке. Что у нас с локализацией? У нас с локализацией, значит, такая ситуация. Интерфейс и субтитры у нас будут полностью на русском языке. А вот озвучка будет вся на английском языке. То есть русский интерфейс и субтитры это очень хорошо. Вы знаете, когда-то давным-давно, когда вышла только первая часть, наши локализаторы, в общем-то, пытались локализировать, и они локализировали первую часть, но это получилось очень отвратно. Вот, так что не портите себе впечатление и не играйте в старую игру Mass Effect, которая первая часть, и просто дождитесь этого ремастеринга и поиграйте в ремастеринг. Так, что я вам хочу рассказать по поводу этого всего безобразия. Вот. Задумка эта у них родилась, ну как сказать вам, очень давно на самом деле. Она еще родилась в 2019 году. Вот, эта задумка родилась в 2019 году, там были, значит, заседания, там были собрания в Electronic Arts и в самом BioWare. Вот, они общались, разговаривали, как же нам сделать ремастеринг. Вот, или оставить ремастеринг на ну, как бы ремастеринг сделать на старом движке или сделать новый движок, использовать новый движок Unreal Engine, который. Вот. Старая игра была сделана на Unreal Engine 3, а у них были такие мысли, чтобы сделать на Unreal Engine 4. Но если, конечно, переделать полностью всю игру,
вот, то это очень трудоемко и трудозатратно. И они, конечно, не схотели пойти на это. Вот, они оставили старый движок и начали, короче, допиливать игру. Вот, и мы лицезреем довольно-таки неплохую картинку. Вот. Так что вот так вот. Ну вот. Они долго, конечно, это все мурыжили, долгие совещания. Вот. И, короче, в конечном итоге все-таки решили оставить старый движок. Но посмотрим, мы посмотрим, что же получилось, что там на старом движке у них вышло. Но вы знаете, они допилили старый движок до такого состояния, что, ну, в принципе, это все в современных реалиях будет смотреться довольно-таки неплохо. Вот. Там будет поддержка 4К, вот, и ниже разрешение, и плюс будет ко всему этому HDR. То есть HDR это вообще это один из самых топовых таких опций, который должен присутствовать во всех современных играх и во всех, естественно, ремастерингах. Естественно, они там поработали над освещением, вот, они улучшили мир весь. Вот, они, значит, модели улучшили. Там модели, ну, как я вот читал, вот во многих статьях, то, что там модели действительно топовые сделали. То есть они прикольные, они классные, они допиленные, то есть там нету вот этого вот всяческого тупника, который был в 2013 году. Вот, так что там говорят, что очень много вложили сил и ресурсов в этот ремастеринг. Вот. Что еще? Там, значит, будет такая тема, то есть будет запускаться один, скажем так, лаунчер. То есть вы запускаете один лаунчер, ну и погнали. То есть, ну мне вот интересно, что там будет вот конкретно по переходам, допустим, с первой серии там на вторую часть, вот со второй части и на третью часть, как это будет все реализовано. Вот, это будет реализовано, допустим, ну как, допустим, там прошло 10 лет, да, 10 лет и там бла-бла-бла, начинается другая история, или как-то это будет по-другому. Вот. Что по поводу редактора персонажей. Вот. Они, конечно, редактор персонажей там допилили вообще конкретно. Вот, там конкретный редактор персонажей, то есть как бы и там много очень интересного добавили в редактор персонажа. Он такой получился более такой расширенный редактор персонажа. Вот, вашего личного протагониста, как сейчас модно говорить. Вот. И с самой первой части персонажа можно будет выбрать, то есть, как вам сказать, стандартного, вот, или создать собственного персонажа. Стандартный персонаж будет вот как в третьей части, вот эта рыжая дама, вот, она будет за стандарт. То есть как бы вот командор Шепард, вот он такой, он всем понравился, я так понимаю, и его решили запихнуть даже, ну, вот это образ его решили запихнуть даже в первую часть. Ну, честно говоря, это прикольно. Вот вы знаете, в первой и второй части мне командор Шепард вот стандартный не понравился. Он какой-то такой, ну, угловатый. А вот в третьей части мне он, честно говоря, очень понравился. Довольно-таки такой прикольный, необычный, ну и все в таком духе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы с вами продолжаем вот этот мини такой обсосик на тему Mass Effect легендарное издание. Вот, что еще говорят нам разработчики? Нам разработчики говорят то, что вот в это легендарное издание вот добавятся все DLS. То есть вот все DLS, которые были и которые существуют на данный период, они добавятся вот в это легендарное издание. На самом деле, вы знаете, эти DLS, они просто классные. Там есть DLS, где там какие-то задания выполнять, там квесты, не квесты, еще какая-то фигня. Вот. Есть какие-то DLS, которые что-то улучшают, ухудшают и так далее, и так далее. Вот. И будут все DLS, все сюжетные DLS, будут все апгрейды оружия, брони и так далее, и так далее. Но на самом деле это классно. То есть как бы это будет одна такая целая игрулечка. Вот. И она будет довольно-таки прикольная. Вот вообще реально. Вы знаете, я когда вот смотрю вот эти вот все всяческие заметочки там, которые проскальзывают, новости или еще какая-то фигня, я понимаю, что, блин,
это будет просто шедевр. Пускай это будет переиздание какое-то, да, но то, что если оно действительно будет то, что они пишут, то это будет просто шедевр, ребята. И, допустим, это нельзя пропустить. В эту игру надо будет поиграть обязательно. Вообще, вот эта Mass Effect игра, это классика. Она вообще, ее, может быть, вам смешно будет, конечно, ее надо будет изучать в школе, в учебниках. Вот, история на самом деле очень прикольная. Вот, и вы знаете, мне нравится, как они реализовали это все, вот эту всю историю, вот эту борьбу добра и зла и так далее, и так далее. И все вот это вот в обложке, вот этой космической тематики. Ну, классно, классно на самом деле. Вот, что нам еще пишут? Нам пишут еще то, что очень сильно поработали с текстурами. То есть, как бы, вот в этих оригинальных частях, особенно в первой части, там, конечно, проблема с текстурами была такая, довольно-таки жесткая. Но, вы знаете, может быть, на то время, когда эта игра вышла, я, честно говоря, не помню, когда она вышла. То ли в 2006 году, то ли в 2010. Вот честно говорю, я не помню. Вот, если вы помните, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, ну, может быть, на то время текстуры были еще, ну, как бы для того времени, для тех компьютеров, текстуры были нормальные. Но спустя 10 лет или больше, конечно, те текстуры, которые там в оригинальной игре, они вообще, они, ой, боже мой, они ужасные. Стоит, конечно, в первую часть поиграть в оригинальную только из-за того, чтобы проникнуться вот этой вселенной и вообще проникнуться этой всей тематикой истории командора Шепарда и так далее. Вот. Но разработчики, которые делали ремастеринг, они нам сказали, что над текстурами они работали вообще очень плотно и очень жестко. Вот, они ни над чем так не работали, скажем так, в этом ремастеринге, как они работали над текстурами. Конечно, конечно, если будет разрешение 4К плюс HDR, естественно, нам надо, чтобы были топовые текстуры. Вот, так что вот так вот, текстуры там, конечно, должны быть вообще отличные, отличные и супер-пупер классные. Мгм. Очень много сделали они улучшений самих персонажей. Вот, самих персонажей, то есть как бы персонажи проработанные, светотени и так далее. Я даже вот в интернете смотрю вот эти все их скриншоты, вот, и я, честно говоря, офигеваю. Потому что, блин, ну вообще классно, классно очень все это сделано. И я надеюсь, действительно будет классная игра и действительно классный ремастеринг будет. Вот, так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. И я надеюсь, мы скоро увидим эту прекрасную игру, которая называется Mass Effect Легендарное издание. Я просто жду эту игру с нетерпением, потому что я просто вырос на этой игре, я вырос на этой истории, я вырос на компании BioWare. И я считаю, что все-таки эта компания поднимется с колен и будет, как и раньше, делать топовые игры. До скорых встреч, всем пока-пока.